Вы наверняка сталкивались с большими и грозными собаками на улице, которые норовят вас съесть. Что ж, давайте посмотрим, как я пережил эту встречу. Здравствуйте, вы на канале Собачий уголок. Даниил в девайсах ваших, собак приблизит в руки наши. Мой давний друг однажды приобрел себе кавказскую овчарку. Мы с ним сдружились, и сейчас я вас буду знакомить. Сейчас наш герой спит себе спокойно в вольере, и главное нам его не разбудить. Пойдемте же вместе знакомиться с ним. Надеюсь, он не сожрет меня от радости. Знакомьтесь, Азар. Time goes by, but my heart stays true. And every smile you give, your love it shines right through. And in this moment, I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, Молодой песик с большим сердцем. my best to make it. Ты еще записываешь? Да. Ну все, ну ладно, хватит. Да все, фу. История данной породы собаки начинается, соответственно, на Кавказе и существует уже около 2000 лет. Является одной из крупнейших пород собак. Издревле эту породу собак выводили для защиты стада овец от волков. Так что, друзья, можно с уверенностью сказать, что я дружу с волкодавом. Конечно же, мы уже давно с ним знакомы, он помнит меня с щенячьего возраста. Однако эта собака добра ко всем только из-за должного воспитания своего хозяина. Сейчас все молчат. Ты ответы мои писал хоть? Сейчас ты их напишешь. А давно ли ты жалел о том, что взял такую собаку? Нет, ни разу не жалел, конечно. Так она же такая большая, с такой ответственностью. Ну, зато много удовольствия. Сколько вы уже вместе? Почти 3 года. 3 года? Ну ты его сколько взял? Сколько ему было? Ну, 2 месяца я его взял. 2 месяца? И какой он был маленький? Прям в руку вмещался? Да нет, конечно. Какой? Такой где-то? Ну, такой где-то. По колено? Нет, меньше. Без социума, конечно, никуда. Гуляя, он всегда испытывает страх людей, которые его видят. Артем проводит с ним очень много времени, чтобы дать понять, что не все мы такие. Тяжело ли было его воспитывать? Ну, бывало, да, конечно. До сих пор это делаешь? Да. Сидеть. Долго ли ты его вычесываешь? Каждый день. И сколько это занимает времени? Ну, по-разному. Минут по 20. Посоветуешь ли ты нашим зрителям взять такую собаку себе? Ну, если они не боятся, то, конечно, пускай берут. Дома, наверное, не это сложно. Потому что большая собака – это настоящая собака. Такая, какая она должна быть вначале. Когда ты построил этот вольер? Сколько ему было? Ну, сразу, как только купил его, сразу построил. Азар без труда поддается тренировке. Хозяин учит его быть опорой и поддержкой человеку и совсем не проявлять к нам злость. Как же приятно, что у нас с этой собакой любовь взаимная. Ловки, ловки, чмок, 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 чмок. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Ну иди. Я сниму, как ты ходишь. В своих налакированных ботиночках. С вами Даниил. Вы, разумеется,
Вы, разумеется, можете сказать, что Азару просто повезло с таким хозяином. Он не воспитывает его как агрессивную и бойцовскую собаку. И знаете что? Мы с вами согласимся. Когда ты его купал последний раз? Летом, чтобы он не застудился, зимой его ж нельзя купать. Да. Он же на улице живет, в вольере. Сколько он обычно живет? Сейчас 3 года ему. Сколько ему еще жить? Ну, по-разному где-то. 10-12 лет живут собаки такие. Ты чё, Данил, там выражаешь, что ли? Азар. Азар умеет скулить. Как баба. Когда ему надоедает, он начнется. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Сколько весит Азар? Number one. Чуть меньше 50. Меньше 50? One is the loneliest number that you'll ever do. Он уже больше не будет расти? Да нет, он не будет, что. То есть примерно 50 килограмм будет все время. Да. Can be as bad as one. Как считаешь, Азар с тобой счастлив? Конечно. Ты хороший хозяин? У него спроси. Ты всем разрешаешь? Азар. Азар. Артем хороший хозяин? Он занят, короче. Сколько он вообще ест за день? Ну, дважды в день он кашу ест, и полкило мяса ему надо. Это сколько каши надо? Да ты можешь заткнуться, я тебе не вырежу твой звук. Сколько он каши ест по весу? Если? Ой, ну, в день где-то, не знаю, чашку, литров 6, наверное. Нифига себе. Дорого его содержать по ценам? Ну да. А что за мясо он ест? Говядина. Говядина? Чисто говядина, да. Ничего себе. Сырая. Ты его как-нибудь балуешь вообще? Кормишь его чем-то деликатесами? Говядиной. Всегда Его- говядина? Его нельзя баловать. Он, смысле? если он должен питаться одним и тем же. А косточки, например, всякие? Ну, кости. Говяжьи, сырые. Ну, иногда бананы там ему дают. Он же кастрированный, да? Конечно. И зачем ты его кастрировал? Зачем вообще кастрировать собак? Ну, потому что тяжело ему найти пару такой собаки. И в будущем они потом агрессивные становятся. Они из-за могут этого. и на хозяев кидаться, когда они уже к преклонному возрасту подходят. Они агрессивные становятся. Ничего себе. Ты вообще его к ветеринару часто возишь? Ну, нет. Только вот когда прививки делал. И все. А так на осмотре пока не потребуется. Так он не болеет вообще? Нет. Ни разу не болеет. Я ему А. таблетки периодически даю. Я смотрю, у него уши еще обрезаны. Это с рождения? Купированные. Нет, в 2 недели обрезают их. Ага, понятно. Чтобы меньше паразитов было и чтобы они не мешали тем. А это вообще у тебя собака же без документов, да? С документами, с паспортом, конечно. Типа, что это кавказская овчарка или как? Ну да. А кто его родители? Ой, ну они пастухи у него. Пастухи? Они не победители никакие, он чистокровный, но безродословный. Как он вообще реагирует на людей, которые мимо проходят? Да, к обычным людям нормально. Гавкать он не гавкает на людей. Ну, то есть ты как бы его воспитываешь постоянно, да, и он уже Ну да. понимает. Но он адекватный к людям. Просто люди его боятся. Людям-то не объяснишь же, что он не будет их трогать. Люди боятся его. Ну вот мы стараемся это исправить. Ты не собираешься ему искать даму сердца? Уже нет. Уже поздно. Поздно? В смысле, почему поздно? Он уже кастрированный. Ну, блин. Ладно, мы это вырежем. Ребята, вот он, лучший друг человека, самое безобидное и доброе животное. Сколько бы я с ним не проводил времени, я не буду опасаться за свою жизнь. Азар! Азар! Иди сюда! Азар! 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 Вот. Попрощайся с людьми! Мать твою! Он меня жрет! Спасибо!
можно сказать в конце данного ролика? Размеры собаки ни о чем не должны вам говорить. Не надо обижать таких песиков своей неприязнью и уж тем более страхом. Он всего лишь хочет с вами пообщаться. Любите и с пониманием относитесь ко всем нашим братьям меньшим. Бегал с вами Даниил, собак надежду я вселил. До встречи!